Чувствую себя туристом. Ребята, я в попе мира, в попе Вены. So cute! Oh my gosh! Зато какой вид открывается, пока поднимаешься. Вы только посмотрите. Страшно? Страшно. Всем привет! Добро пожаловать на новый влог. И это венский влог. И сейчас я собираюсь на улицу делать 10 тысяч шагов. Вот тут вот буквально только что оса стояла, то есть не с внутренней стороны, а снаружи, с улицы. А у меня здесь окошко открыто, я так испугалась, что она сейчас залетит отсюда. И, в общем, сейчас я собираюсь на улицу. Я примерно час назад уже выходила на улицу за продуктами. И на улице я поняла, что намного ветренее и намного прохладнее, чем у меня в квартире. У меня просто очень душно, несмотря на то, что вот этот вентилятор работает 24/7. Ничего не помогает, очень душно, очень жарко. И сейчас я собираюсь выходить. Я в этом парке была только зимой, когда было, так темно, ни зелени, ничего, ни скамеечек, ни цветов. А сейчас летом буквально, реально, просто абсолютно другой вайб. Поставили очень много скамеечек, много стульев, посадили очень много роз, цветов. Вот здесь вот делают фотосессию. Там у кого-то свадебная фотосессия. А у меня здесь влог. Здесь есть абсолютно для всех стулья. Здесь они везде. То есть по той стороне, вот в этой стороне. Здесь очень много скамеечек. Только единственное, я люблю делать пикники, но я не вижу никого, чтобы кто-то сидел вот здесь вот. Может, потому что очень много скамеек? Что очень удобно, для людей вот отдельная переходная дорожка, а для велосипедистов вот даже отдельный светофор. Ой, я потеряла сама, где это. Вот. Видно? Это вот светофор для велосипедистов. Для велосипедистов и для людей. Написано, что сейчас проходит фильм-фестиваль. Вообще здесь, в Ратхаусе, вот здесь вот всегда, особенно летом, да мне кажется, просто даже круглый год всегда проходят какие-то фестивали. Очень интересно. Сейчас вот еще там проходит фестиваль Аперол, где можно бесплатно сфотографироваться, там фотобудка стоит аперольчика. В общем, я видела это в Инстаграме, но одно неинтересно, поэтому проходим просто дальше. Но имейте в виду, вот сегодня, например, будет с 11 до 12 ночи какой-то фильм показывать здесь. Чувствую себя туристом. Столько ос здесь, ёпта, пожалуйста, не уходи. Это было так страшно. Меня раздражает, что в Вене нет сетки. Просто вот буквально нет сетки. Из-за этого я очень сильно боюсь открывать окошко. Вот. В общем, ребята, я приехала домой. Я не успела в магазин, потому что в Вене закрываются все магазины ровно в 8, что Билла, что Шпар, что Lidl, в общем, все-все-все. Я буквально в минуту приехала на свой стейшн и не успела в магазин, потому что я думала взять какой-нибудь снэк, потому что сегодня играет матч Португалия и Испания. Поэтому я думала,
Будет интересный матч, и взять какой-нибудь снэк было бы классной идеей, но, к сожалению, я не успела. Поэтому сейчас я буду готовить ужин, потому что я сегодня ничего не ела. Буквально я ела только пончик и кофе. Да, я больше сегодня ничего не ела. Так, надеюсь, меня нормально видно. Здесь чуть темно на кухне, потому что здесь нет окошки. В общем, давайте вместе приготовим ужин. Этот ужин я готовлю очень часто, потому что это очень дешево, это очень вкусно и очень быстро. Я обожаю все это. Просто полный сет. В Lidl продают вот такую вот рыбу, лосось. Ой, вот такую вот рыбу. Здесь 2 штуки. И, в общем, 250 граммов. И здесь даже написано, что на сковороде 6 минут. И выходит нереально вкусный стейк за 6 минут буквально. И это очень быстро, это очень вкусно. И продается вот эта вот штука примерно за 5 с чем-то евро. Вот честно. И мне хватает аж на 2 ужина, что очень классно. И давайте вместе готовить. I will have a delicious dinner, at least. That's the most important part. I'll cook. Your food. В общем, посолила, поперчила. Здесь у меня сейчас масло греется. Здесь я буду делать киноа на гарнир. Вот такой вот у меня из DM. И овощи будут. Так, я уже все приготовила свой ужин. Футбол вот начался. Уже как минуту идет. Он там делает свой ужин. И, собственно, вот овощи, киноа, творожный сыр. Что-то у меня красная рыба вот сегодня как назло не получился. Обычно он у меня прям реально криспи, не разваливается, ничего. Но он сегодня чуть-чуть у меня какой-то инвалид, развалился, но все равно, думаю, вкусно. Поэтому всем приятного просмотра и аппетита. Это так стрессово смотреть футбол. Всем привет! Я сегодня вот в такой вот платьюшке, она чуть-чуть мятая, но да ладно. Как ночнушка, но она мне очень нравится, потому что сегодня 27 или 28 градусов жары, и я еду в город. Какая сегодня погода классная! Ребята, я в попе мира, в попе Вены. Я не знаю, где я в первый раз здесь, но здесь так круто, здесь огромные магазины разных брендов. И я пришла сегодня в TK Maxx, это огромный магазин, очень популярный в Европе, где перепродают брендовые одежды, то есть оригиналы по хорошей цене, тут чуть ли не 60-70%. Но я пришла не за одеждой, а за чемоданом, потому что мой чемодан сломался при переезде в Австрию. И скоро я улетаю в Казахстан. Поэтому мне срочно нужно купить, во-первых, срочно чемодан. Поэтому я пришла в TK Maxx, чтобы купить хороший, недорогой чемодан. Но TK Maxx есть в разных точках Вены. Есть в Мария-Хилфельдштрассе, есть вот в городе где. Но вот я была в одном, в Мария-Хилфельдштрассе, мне там не очень понравилось. И мне моя коллега по работе посоветовала именно это место, этот адрес, и поэтому я приехала сюда. Ой, он реально огромный. Я пока не знаю, какой именно выбрать, но я хочу красивый и хорошего качества, чтобы оно потом не сломалось после первого полета.
я буквально вчера видела про это в ТикТоке. Это, в общем, такой автомат, где продают вещи, которые из Амазона, из других каких-то сайтах, которые потерялись, которые обратно хотели вернуть, и так далее, и так далее. И ты просто оплатишь какую-то сумму, я не знаю, сколько это стоит, и потом тебе попадется что-то, что ты не знаешь, что внутри. То есть как Mystery Box. И вот девочка вчера показывала, ей попалось штор, что ли, что-то такое. По совету ChatGPT я выбрала этот классический черный чемодан. Хотите АСМР? Так, где замок? Звучит качественно. Так, я выбрала вот такой вот обычный черный чемодан. Да, не совсем хороший цвет, я буду не совсем выделяться, и трудно, наверное, найти чемодан будет. Но я думаю, что-нибудь зацепить, либо, не знаю, что-то такое цветное, чтобы я могла распознать свой чемодан. Но в целом по качеству ChatGPT сказал, что это самый лучший вариант, из которых я предлагала, по материалу, по всем, в общем, критериям. Вроде бы покупала я за 75 евро. И вот так вот выглядит бренд, если видно, нет? Какой-то England бренд, Outdoor Gear, или Gear, наверное, не знаю. Ну, в общем, вот такой вот чемодан. Трудно найти, имея в виду, что в аэропорту, когда буду искать свой чемодан, и обычно у всех черный такой темный чемодан, и, наверное, не совсем будет выделяться, и будет трудно найти. Но ничего страшного, я что-нибудь придумаю, и думаю, может быть, заказать какой-нибудь кейс к нему, какой-нибудь необычный цветной, чтобы я сразу поняла, что это мой чемодан. They got their own place, and we're gonna meet up with them later tonight. Hi, I'm Priya, new senior analyst. Looking forward to it. Всем доброе утро. На часах. Короче, 4:25 утра. Я не спала всю ночь. Когда я ложилась спать, время было примерно 1:00 ночи. Я понимала, что осталось 3 часа до момента, когда мне нужно встать. А потом я примерно, не знаю, минут 40, либо час я лежала и просто не могла не думать ни о чем. Я думала, завтра уже сегодня, да, я поеду в Грац, вот мне нужно решить кое-какое дело. И что я буду говорить? Как это пройдет? Куда мне идти? То есть я в первый раз, я не знаю, это было очень спонтанно. То есть я буду очень надеяться, что все пройдет хорошо. И потом уже 2 часа ночи, и я уже не могла дальше спать. Я понимала, что осталось всего 2 часа, и я боялась, что я просплю. Я вот позавтракаю сейчас и буду уже потихоньку готовиться. Как классно, как спокойно. В 5 утра. Я почти уже готова. Косички я уже, наверное, распущу, когда буду в Граце. Я вот так вот собираюсь сейчас ехать. Наверное, просто кепку возьму
И в автобусе буду просто спать 2 часа. Outfit of the day — это черные, очень легкие штаны, просто вот летние. Вот такая вот рубашка. Еще у этой рубашки открыта спина. В общем, очень красивая. Она всегда мнется, поэтому что происходит. И у меня рюкзак также. И взяла еще здесь у меня виноград и мой тамблер. В общем, побежала. Как классно. Это мой виноград слит. Но как классно утром просто. Очень классно утром. Так спокойно. Доброе утро, Мию! Что-то даже энергия появилась, потому что на улице так прохладненько, свежий воздух. Откуда все эти люди в 5 утра взялись? Они что, все в Грац собрались? Или что? Ребята, я уже в Граце. Я все еще сонная, не могу нормально проснуться. Я уже в автобусе, в другом, то есть в городском. И еду по работе справа. Потом все расскажу. В общем, ребята, я сейчас нахожусь в университете Грац. Вот так вот он выглядит. Точно такой же, как Венский главный университет, кстати. Очень похож. Я приехала сюда по делам, но, к сожалению, из-за каникул, из-за стройки, которая идет вокруг университета, многих работников нет, и тот офис, который мне нужен был, он закрыт. Что очень-очень сильно обидно. Я уже как полчаса здесь сижу. Я не знаю, что делать. Я очень сонная. То есть я прям очень сильно до конца хотела, чтобы то, зачем я приехала, оно прям очень именно good, successful закончилось. Я могла уже спокойной душой обратно поехать в Вену. Но, к сожалению, этого не случилось, и я чуть-чуть, конечно, sad a bit. Но мне нужно сперва покушать, потому что у меня еще несколько часов до обратного билета до Вены, поэтому давайте вместе пойдем кушать. Тут идет огромная просто стройка возле университета. Эта кафешка буквально находится рядом с университетом Грац. Вот там вот буквально в 2 минутах университет Грац. И вот здесь вот сама кафешка. Здесь вот такая вот терраса. Очень уютная, атмосферная. И это получается как пекарня. Там пекут хлеб, свежая выпечка. И, в общем, круассанчик тоже очень вкусный. И даже американо, ну, неплохое. Правда, размер очень маленький. Вообще очень интересно получилось, что я из-за того, что приехала по работе, и это было спонтанно, я буквально вчера купила билеты, и вот сегодня с утра очень рано приехала в Грац, и из-за этого я ничего не планировала, я заранее ничего не смотрела, куда там идти, что смотреть, поскольку это была больше рабочая поездка, и сейчас у меня еще очень много часов, чуть ли 5-6 часов до моего автобуса. И я должна чем-то себя занять. Чтобы вы даже понимали, я когда с утра приехала в Грац, я сидела
на скамейке. Я долго не понимала, что мне дальше делать, потому что я была сонной. Во-вторых, я даже базово не купила транспортный билет для Граца. И то есть я даже об этом не подумала. Я сидела на скамейке около 5 минут, пока проснулась, пока там сидела, думала, что там дальше делать. А потом как поняла, что, во-первых, мне нужно купить транспортный билет. В Граце используется приложение Graz Mobile. Ну, я вам покажу значок, как это выглядит. Точно такой же, как венский. В Вене используется только VN Mobile. Вот, точно такое же аналогичное приложение. Точно так же покупаете билет. Я сегодня купила на 24 часа, потому что одноразовый билет стоил 3 с чем-то евро, что очень дорого, а 24 часа стоило 7 с чем-то евро, 7, ну, около 8 евро примерно. А я все равно как минимум 2 раза точно буду использовать транспортное средство, поэтому я решила уже купить на 24 часа, хотя я вот уже сегодня же обратно уезжаю. Но тем не менее, вот, сейчас я покушаю и посмотрю, что можно посмотреть в Граце, где можно погулять. Я сейчас случайно, на самом деле, пришла в Штадтпарк, городской парк. И по ощущениям, первые мои впечатления о городе, будто он маленький. Но он супер атмосферный, супер милый, милые кафешки. Все люди почти, я вижу, катаются на велосипедах. Почему? Потому что куда бы я ни тыкала в Google Maps, я вот там посохраняла несколько мест, куда я сегодня хочу сходить. И куда бы я ни тыкала, выходит только маршрут пешим ходом. То есть ни автобуса, ни трамвайчика, ничего не выходит. Только такси, либо пешим ходом. Что означает, что можно город просто гуляя пройтись, посмотреть, ознакомиться. Что очень классно. И мне как будто бы больше нравится, когда нет толпы. Но опять-таки я пока не в центре города, я не знаю, как там. Но пока что людей не так много. Многие люди катаются на велосипедах. Супер спокойный, супер тихий городок. Очень много милых бейкерай, пекарни, кафешек, что мне очень нравится. И сейчас в целом я посмотрела, куда я хочу сходить сегодня. Разные достопримечательности. Вау! So cute! Я так поняла, это центр города. Тут уже достаточно много людей. Наверху самая знаменитая часовая башня. Вот туда я сейчас собираюсь. Но можно подняться туда на фуникулере, который без понятия где. Есть еще вот лестница, тоже, которая популярная. И еще есть где-то лифт. Но я не знаю, бесплатный или платный. Но если он бесплатный, то можно я лучше буду использовать лифт. Но в целом вроде бы не так дорого, что лифт, что фуникулер, но я решила подниматься по лестнице. Не знаю, как еще заставить себя заниматься кардио. И мне кажется, это очень классный даже знак. Тем более я турист, мне кажется, каждый турист должен пройти через эту лестницу, чтобы подняться до часовой башни. Я уже устала. Ну ладно, встретимся уже наверху. Зато какой вид открывается, пока поднимаешься. Вы только посмотрите. Вау!
вот и сама башня. Она на самом деле намного больше, чем я ожидала, потому что на фотографиях казалось, что она, маленькая. Такое ощущение, что здесь время идет намного медленнее. Здесь нет этого городского шума. Здесь так спокойно. Вот эта вот архитектура, она очень сильно отличается от Вены. Мне очень все нравится. Вот эта вот старинная архитектура, атмосфера, узкие улочки, вот это вот красно-коричневые крыши. Не знаю, вот все мне очень нравится. Обожаю такие маленькие, необычные, атмосферные, нешумные, спокойные города. Просто все в моем стиле. Очень классно. Очень классно. Я чуть-чуть устала, но легкая такая уже усталость, уже более-менее, намного лучше стало. И сейчас скоро я спущусь. Здесь где-то есть какая-то труба, через что можно вот так вот, как это называется, спуститься. Вот я хочу по ней спуститься. Я не знаю, где это. Может, наверху? Я сейчас собираюсь прокатиться на самой высокой, на самой длинной металлической горке по всему миру. Самая длинная. Страшно? Страшно. Ребята, я только что спустилась отсюда, вот. Это было очень классно, очень-очень необычные эмоции. Но, во-первых, было темно. Вот я вставлю видео. Из-за того, что не было, либо мало было света, я бы, наверное, ощутила больше эмоций, если бы было светлее. Ну и, во-вторых, это того стоило. Это реально было классно, особенно в конце. И у меня реально голова кружилась, я не могла встать, но было очень классно. Всего 6 с чем-то евро того стоит. И следующая моя локация — это Муринзель, если я правильно произношу. Это искусственный остров, который находится прямо посередине реки Мур. Опять-таки, если я правильно произношу. И оно как будто бы то ли корабль, то ли ракушка, что ли, не знаю. В общем, необычная какая-то металлическая штука. Но прямо туда в кафешку заходить я не буду. Там, скорее всего, просто обычная кафешка. О май гаш. Столько велосипедистов здесь. О май гаш. О май гад, so cute. Look at this. О май гаш. Желаю всем такой любви. Это так мило. Если бы было побольше времени, я еще прогулялась бы вдоль реки. Мне кажется, там очень классно, прохладно прогуляться, взять, может быть, кофе с собой, да, было бы классно. Но сейчас я направляюсь куда? Просто покушать. Уже как будто бы надо покушать нормально, потому что кроме круассана я сегодня... ладно, я же с утра еще поела, но вроде бы сейчас уже чуть-чуть больше я уже хочу прям покушать. Вот прям... Не знаю, что только, где. О май гад, это арт-музей. Какой он необычный, что-то опять-таки на инопланетянском, не знаю. Но я его видела сверху. Это капец, это очень красиво. И особенно, когда вокруг вот эта вот архитектура старинная, такая historical. И вот это вот просто посередине центра стоит огромный инопланетянский, не знаю, корабль. Я не знаю, что это, но что-то вот такое вот. Я похожа на человека, который не спал всю ночь?
Я сейчас пересматриваю старую дораму, называется «О моя Венера». Не знаю, какого года, но это довольно очень старая дорама. У меня есть привычка, если мне нечего смотреть в Netflix, я пересматриваю старые дорамы. От этого мне, не знаю, становится хорошо, потому что ностальгия, и как будто бы, не знаю, вот это вот ощущение мне очень нравится. Я пересматриваю то, что мне раньше нравилось. Вот. Вчера я приехала. Как приехала домой, я просто отрубилась и проспала до сегодняшнего дня. Отдохнула я хорошо, но единственное, что я хотела сказать, это Flixbus, через что я брала билеты в Грац и обратно. В первый раз я использовала это приложение, это автобус Flixbus. Мне не понравилось, почему? Потому что всю дорогу меня вот так вот трясло, я не могла нормально поспать, и, возможно, из-за того, что я и так была очень сильно уставшей и не спала всю ночь, поэтому хотела поспать во время дороги, да, туда и обратно, но мне не получилось, потому что, ну, я спала, но каждые 2 минуты я просыпалась, и от этого я как будто больше была уставшей. Может быть, от того, что мое сидение было на 2-м этаже автобуса, возможно, из-за этого, я не знаю, как на 1-м, но было очень некомфортно и неудобно, и в следующий раз я лучше доплачу на поезд, чем поеду на автобусе куда-то. Честное слово, до этого я использовала RegioJet, или RegioJet называется. Это поезд, мы ездили в Будапешт туда и обратно, это было максимально комфортно. Также дешево, там чуть-чуть нужно доплатить, но не такая огромная сумма, поэтому в целом я лучше доплачу и поеду на поезде с комфортом, чем вот так вот на автобусе. Вот единственный минус. Ну а так в целом мне очень нравился город, этот трип понравился, вот в общем все было хорошо, все классно. Я уже отдохнувшая, все, уже, наверное, нужно заканчивать этот влог. Я начала его как венский влог, закончила как Грац влог. В общем, надеюсь, вам все понравилось. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока!